В последнее время очень популярным становится новое направление внедорожных скутеров, которое, конечно же, полноценными адвенчерами назвать нельзя, но универсальными кроссоверами некоторые модели вполне можно. Они позволяют не только справляться с ежедневной городской рутиной, но и могут выехать на легкое бездорожье. Начнем мы с самого доступного малыша. Это адвенчер-версия китайского скутера Lifan KPV 150, которая от обычной отличается дисками, обутыми в шины двойного назначения. Плюс были изменены настройки передней перевернутой 37 мм вилки и заднего моноамортизатора. В итоге просвет внедорожного малыша получился аж 180 мм. Также был установлен высокий регулируемый руль. Одноцилиндровый 149-кубовый двигатель выдает 12 лошадиных сил на 8500 оборотов в минуту, разгоняя 143-килограммовый аппарат до максимальной скорости около 100 км в час. Средний заявленный расход топлива 2,4 литра, бак вмещает 11 литров. В Китае он стоит около 16 тысяч юаней, это примерно $2300. На седьмом месте скутер от тайваньского производителя SIM, модель Husky ADV 150, которая, как и Lifan KPV 150, была выпущена, чтобы составить конкуренцию лидеру в этом классе Honda ADV 150. Скутер в первую очередь нацелен на дорожную эксплуатацию, однако способность съехать с асфальта подчеркивает универсальные шины и повышенный дорожный просвет, благодаря увеличенным ходам подвески. Husky ADV оснащен 150-кубовым одноцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения с электронным впрыском топлива, который выдает 14 лошадиных сил на 7500 оборотов в минуту и 14 ньютон-метров крутящего момента на 6000. Бак вмещает аж 15 литров. На шестом месте Honda ADV 160, которая сменила 150-кубовую модель, пользующуюся огромным спросом в Азии. Этот скутер в стиле Adventure получил увеличение объема двигателя со 149 до 157 кубических сантиметров и стал выдавать почти 16 лошадиных сил максимальной мощности на 8500 оборотов в минуту и почти 15 ньютон-метров крутящего момента на 6500. Средний заявленный расход топлива 2,2 литра на 100 км. Из внедорожной атрибутики только шины с усиленным протектором, разноразмерные колеса спереди на 14, сзади на 13 дюймов и подвеска с увеличенным ходом. Цена за рубежом около $2500. На пятом месте апреля SR GT200. Этот итальянец обладает агрессивной внешностью с отсылкой к настоящим супербайкам компании. Сердцем скутера с претензией на всеядность большинства дорог является 174-кубовая одностволка iJet с системой старт-стоп, которая выдает 17 лошадиных сил максимальной мощности на 8500 оборотов в минуту и 16 ньютон-метров крутящего момента на 7000. Шины, естественно, для всех типов покрытия дорог. Колеса, как и на X-ADV 160, разноразмерные. Клиренс 174 мм. Подвеска с увеличенным ходом повышает комфорт на грунтовке. Бак вмещает 9 литров. На четвертом месте Kymco DT X360, который очень удобен в городе, однако производитель заявляет, что он способен и на легкое бездорожье. В этом ему помогают 14-дюймовые передние и 13-дюймовые задние колеса, которые обуты во вседорожную резину, хотя 37 мм вилка с ходом 110 мм и два амортизатора сзади с ходом 108 мм с трудом способны на бездорожье. Плюс сам скутер с полным 12,5-литровым баком весит больше 200 кг. Одноцилиндровый 320-кубовый двигатель жидкостного охлаждения выдает 28 лошадиных сил на 7250 оборотов в минуту и 30 ньютон-метров крутящего момента на 5750 оборотов в минуту. Цена от $5000.
Открывает тройку лидеров дорожно-внедорожных скутеров Honda ADV 350. Созданный для городских улиц с плохим асфальтом и способный выдержать легкое бездорожье, ADV 350 оснащается передней перевернутой 37 мм вилкой с ходом 125 мм и двумя амортизаторами сзади с ходом 130 мм. Колесики здесь уже побольше, 15 дюймов спереди и 14 дюймов сзади, которые естественно обуты в универсальную резину. 330-кубовый двигатель выдает почти 29 лошадиных сил на 7500 оборотов в минуту и 31 ньютон-метр крутящего момента на 5250 оборотов в минуту. Стоит XADV 350 от $7000. На втором месте X-Scooter QV4, который является внедорожной версией Scooter Quattro. Это единственный в мире скутер с 4 наклонными колесами, за который отвечает двойная гидравлическая система наклона. Его маневренность, а также точность вождения не имеют себе равных. Скутер вне зависимости от версии оснащается одноцилиндровым 399-кубовым двигателем, который выдает 32 лошадиные силы на 7000 оборотов в минуту и 38 ньютон-метров крутящего момента на 5000. Заявленный расход топлива 5,3 литра. Снаряженная масса 281 кг. Внедорожная версия отличается универсальной резиной, ходами подвески, высоким рулем и измененным внешним видом. Цена в Европе обычной версии стартует от 10 000 евро. Ну и самым внедорожным скутером по праву является Honda XADV 750 Travel, о котором подробный выпуск выходил ранее, ссылка будет в описании. Здесь уже двухцилиндровый 750-кубовый двигатель жидкостного охлаждения, который выдает 58 лошадиных сил максимальной мощности на 6750 оборотов в минуту и 69 ньютон-метров крутящего момента на 4750 оборотов в минуту. Снаряженная масса Adventure скутера составляет 238 кг, которые из-за низкого центра тяжести совсем не ощущаются. Колеса спецованные, спереди полноразмерные мотоциклетные на 17 дюймов, а сзади на 15 дюймов. Подвеска состоит из перевернутой 41 мм вилки и моноамортизатора сзади, которая в последней версии увеличила свой ход до 153,5 мм спереди и до 150 мм сзади. Клиренс 165 мм. Цена начинается от 13 000 евро.